Всем привет, друзья! Я нахожусь близ поселка Разлуч, это Прикарпатье. Вон там позади меня это Самбор, старый Самбор. И что я здесь делаю? Это водный поход, но байдарки совершенно со мной нету. У меня есть план определенный. Где-то там за горой находится исток реки Днестр. И я давно хотел увидеть начало одной из больших рек, но увидеть реки Полесья, они в болотах сочетаются часто, а вот горную реку можно увидеть, где она начинается. Поэтому решил увидеть реку Днестр. По пути наберу сейчас воды, здесь очень много родников, и дальше взбираюсь на гору, нахожу источник реки Днестр, фотографирую его, и вдоль по руслу иду до Самбора. Это 3 дня примерно. Река будет увеличиваться, я все сниму это на видео, на фото. А там ждет меня моя байдарка, небольшая лодка 3-метровая. И на ней я уже буду сплавляться до границы с Молдовой. Вот такой вот план. Что с этого получится, сам не знаю. Это новый опыт. Я еще так не комбинировал пеший и водный маршрут. Ну что ж, поехали. Людей вообще нету, тихо только птицы поют, и родник шумит. Вообще класс, здорово. То, что я хотел. Если верить карте, то ровно за вон той вершиной, с той стороны, начало реки Днестр. Все, я покидаю Разлуч, и сейчас у меня впереди вот такой крутой подъем. Это сейчас держу в горизонте, не видно, да, но вот подъем вверх пошел. А вот позади у меня там Разлуч. На удивление, и чему я рад, практически нету мошки и комаров. Надеюсь, так и дальше будет. Интересное строение, неясно только его назначение. То ли турприют какой-то, непонятно. Все заброшено, поросло травой. И неясно, когда последний раз здесь были люди. Странный домик, но вид хороший открывается. Ну тут два варианта. Либо к истоку Днестра не так часто ходят, по крайней мере со стороны Разлуч. Либо я пошел совершенно по неправильному пути. Вот видно, в их дебрях я иду. Едва-едва видно какую-то дорожку. Но я боюсь, чтобы это
вообще была не звериная тропа. Я смотрел видео Абгата, блогер, путешественник из России. Он там по тайге ходит. И даже это видео я пишу не столько для фильма, сколько для того, чтобы поболтать в пути, потому что мне не хочется, как вышеупомянутый блогер, встретиться нос к носу с Мишкой, с тезкой, с медведем. В общем, я по большому счету сейчас болтаю, чтобы дать понять, что здесь есть люди. И если здесь где-то есть косолапый, а он здесь вполне может быть. Потому что это точно, это явно не ходовая туристическая тропа. Так вот, чтобы он меня услышал и имел возможность отойти в сторону. Все в траве, это не тропа. Явно не тропа. Аллилуйя. А вот эта тропа. Я рано свернул. Вот. Ё-моё, вот это я протупил. Да. И вот отметка. Возможно, тот путь, который я прошел, он короче. Но у меня ноги мокрые теперь. Вот лисички нашел. Они еще небольшие, но мне в кашу или в суп хватит. А вон там, если видно в кадре, белые. Вот раз, два, три. И вот здесь рядышком, здесь я подойду ближе, покажу. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это белые грибы. Такой запах классный, аромат, просто фантастика. Как же свежо. Видно, здесь дожди квасили еще недавно. Сильнейшие. Все время подъем вверх идет. Иногда дорожка появляется, а иногда она снова исчезает. Сейчас карта Османд показывает мне путь прямо. Но из-за того, что здесь была вырубка пару лет назад, а может даже больше, то все поросло на свободном месте малиной и ежевикой. Это растение очень цепкое, колючее. Я напрямую, скорее всего, не пройду, поэтому возьму чуть выше и там по лесу немножко проберусь по вершинке. Как бы это странно ни казалось, но я иду по лесу и кричу. Потому что реально, ни души. Мишо! 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 Мишаня! Дорожку потерял снова. Пробираюсь по каким-то корчам. По карте недалеко. Ну, заросли, кустарники, деревья. Мне куда-то примерно в этом направлении. И ежевика цепляет страшно за штаны. И я уже вижу, что я на вершине горы практически. Надеюсь, там дальше будет легче. Это трэш какой-то. Это реально трэш. Ноги мокрые уже по пояс. Не по пояс. Ладно. Тут до истока добраться. Целое достижение. А дальше непонятно. Все в таких зарослях. Ладно, посмотрю еще карту. Друзья, аллилуйя. Добрался. Но добрался только до знака.
выйти к Днестра, еще сам Днестр найти. Вот это трэш. А, вот вижу внизу беседка. Все, аллилуйя. Я каким-то боком срезал, но это был очень плохой путь. Вот видно, есть дорога. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Она тоже вся прошла. И по ней можно добраться сюда. Все. Мне вниз. Ну что ж, друзья, судя по моему довольному лицу, я добрался до истока. Это начало моей экспедиции начнется вот с этого самого ручейка, с маленького. Я мечтал когда-то дойти до истока большой реки и увидеть, с чего начинается. Днестр большая река, 1300 километров, впадает в Черное море. А еще напиться с этого истока, вот прям с самого-самого момента зарождения этой речки. Жители реки Днестр, кто живет на берегах, вода вкуснейшая. Рекомендую всем попасть сюда. Мне кажется, должно быть интересно жить на Днестре, где-нибудь внизу, там, в Молдове или Могилев-Подольский, и не знать, как начинается река. Ну, лично мне было очень интересно, хотя я не живу на ней. Одно печально. Каждый, кто имеет дело с человеком, теряет себя. Я уверен, что там внизу, конечно, мы очень запачкаем реку, и за это печально обидно. А вот реки должны быть такими, чтобы можно было подойти к ручью и напиться. В любой его части. Мы, к сожалению, потеряли это, но надеюсь, может быть, когда-то поменяется наше отношение к природе и к рекам. Хорошо, набираю воду, может быть, перекушу. И двигаюсь вдоль ручья. Вот он, вот, и пошел. Впереди у меня первое село, это Волчье. Я так полагаю, что внизу уже Днестр побежит по камням, и он будет немножко набирать больше силы, будет попадать в него роднички еще с этой горы. Я нахожусь, кстати, на высоте около 900 метров. Название горы не помню, может быть, напишу.